Добрый день, дорогие весы! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на 2024 високосный год. Ну что, мои дорогие, присаживайтесь поудобнее. Будем разбираться. Ну что, мои дорогие, подходит ответственное время для финального вашего экзамена в 2024. Да, насколько вы помните, в 2024 году кармические узлы как раз-таки проходят по вашей с Овном оси, да, и здесь, конечно, ваш экзамен на вашу не просто стойкость и выносливость, на вашу, я бы так сказала, преданность себе, да, ваша любовная сфера, работа, карьера, отношения, то, чего вы хотите, ваш вектор по жизни. То есть это основные сферы, которые будут претерпевать изменения и волнения для вас в этом году, потому что, напомню, весы, что для вас ваша основная кармическая задача – это реализация через отношения. И как раз-таки вас в 2024 напрямую будут об этом спрашивать. Кто вы, с кем вы, зачем вы, для чего вы вообще наметили тот план, который наметили по жизни, да, то есть куда вы идете, каким человеком хотите стать. И, естественно, от этого будет меняться работа, меняться ваша личная жизнь, меняться будут ваши отношения в браке в лучшую сторону или приведут к разрыву, это зависеть будет все только от вас. Но, как говорится, тянуть чемодан без ручки будет уже не вмоготу, и, как говорится, в этом году все решится. Решится оно в лучшую сторону, то есть вы поймете, найдете в себе, соедините в себе фибры своей души, поймете, для чего вам нужно это, подкорректируйте у себя в душе, в сердце, в голове, как угодно на это смотрите, логически или душевно, да, что вы для этого сделаете, приведет ли это к потрясающему росту вашему в 2025 году, или же, я бы так сказала, к Великой депрессии. Но здесь все будет зависеть только от вас, мои дорогие, потому что у весов грань такая очень интересная, да? Особенно если вы весы, которые отрицает свою причастность к любовной сфере, вы хотите сказать, что любовь, она так себе не важна, что вам не хочется не вступать ни в какие отношения, если вы хотите быть свободными, ходить на работу, то есть поддаваться новым модным веяниям и тенденциям того, что сейчас проще быть одному. Однозначно, всегда во все времена быть одному проще, это не секрет, но кто сказал, что мы пришли сюда, чтобы жить просто? Нет. Весы уж точно пришли в эту жизнь для того, чтобы жить великолепно. А жить великолепно весы в одного не могут. Поэтому, мои дорогие весы, очень сложный экзамен для вас в этом году. Придется понять какие-то вещи, отпустить какие-то вещи, от каких-то избавиться, потому что сейчас очень много идет социальных веяний различного рода. Нам все говорят, как надо жить, как рассказывать. Но, ребята, испокон веку так сложилось исторически, ребят, это закон природы, физиологии, то есть основные законы этой жизни, да. Кстати, 2025 год нам всем покажет, что законы природы самые основные и важные законы в этом мире, да, а все остальное, то, что люди сейчас напридумывали себе в голове, и пытаются это протолкнуть в массы, как говорится, да, это как раз-таки начнет потихонечку отмирать, и у людей такой: это правда же так, это же такие, казалось бы, простые, обычные вещи, но почему мы вот решили все от них отказаться, да, поэтому, мои любимые, дорогие весы, год требует от вас именно внутренней работы над собой, именно тех самых отважных действий в своей личной жизни, на любовном поприще, да, то есть, когда вы идете в отношения, когда вы не боитесь, когда вы говорите с партнером, открываете душу, от этого будет напрямую зависеть ваша
карьера, деньги, финансовая составляющая, отношения в бизнесе, новые проекты, новые планы. И я вам так скажу, что 2024 год, в принципе, это для вас будет годом удачным, годом счастливым, когда вы сможете реализоваться в работе, да. Но, как говорится, мы все растем в отношениях, хоть и хочется сказать, что да, когда мы были молодые, мы были вот такие свободные, вот здесь хочу, туда иду, здесь на работе работаю, здесь у меня деньги идут. Это, конечно, это все прекрасно, но, наверное, все замечали, что к 30 годам эта схема начинает не работать, а если она продолжает работать, и вы прям усердно пашете над тем, чтобы она работала, то она начинает разваливаться в 35+, или уж в 40 она точно уже, 42, ладно уж, это уже такой момент, когда вот прям все, развод, с работой не то, и многие меняют свою жизнь, да, поэтому, ребят, не доводите свою жизнь до тяжелых, сложных внутренних переживаний, живите радостно, живите счастливо, идите в отношения, да, у нас с вами со всеми февраль-март будет сложный месяц, но тем не менее это всегда такое весеннее настроение, когда в принципе мы месяца не расположены для любви, грубо говоря, да, на события на небе будут со сложными переживаниями, да, но тем не менее весна навеивает всегда такое романтическое настроение, поэтому поддавайтесь законам природы, живите, развивайтесь, цветите, замечайте это в себе, отслеживайте это в себе, цените в себе эти качества, умения чувствовать вот эту вот природную красоту, красоту этого мира, красоту людей. И ни в коем случае не уходите вот так с головой в работу, в реализацию, в жесткач вот этот, когда вот хочется искоренить из себя теплые приятные качества ради достижения целей, чтобы кому-то что-то показать или доказать. На таких эмоциях 2024 год будет для вас сложным. Если же вы, да, конечно, идти в отношения, это такая сложная история, ну да, как естественно. Это признать, что где-то неправы, это признать, что где-то думается не так, что где-то наломали дров и ошибок, но никогда не поздно все исправить. Поэтому, мои дорогие любимые весы, дерзайте. Дерзайте в отношениях, и тогда май, апрель, это будут месяца в 2024 году, когда будет финансово хорошо, финансово стабильно, финансово благополучно. Даже июнь, я вам скажу, что это такой месяц, да, будет достаточно хорош на финансовые вопросы, хорошие сделки, хорошая прибыль. Июль-август немножко будет сложновато, сентябрь, октябрь будет хорошо в работе, в деньгах, при этом личная жизнь будет, все зависит от того, как вы провели, я бы так сказала, весенние месяцы, да. Ну и если же все-таки вы считаете, что любовь это вообще то, что вам в принципе в жизни не нужно, брак это вообще уже отжитый элемент общества, да, и только психи, да, то есть женятся, заводят семью, детей, создают быт, семейный очаг, тепло, уют, ребят, тогда сложно, да. Тогда ноябрь и декабрь будет с максимальными проверками через эго, проверками с разрушениями. Для того надо же вот как-то вот сломать систему неправильную, да, природа все-таки будет ломать. Поэтому здесь невозможно, как говорится, да, ехать на том, на чем ехать не нужно, да, поэтому если, как говорится, вы созданы любить, тогда и любите, не надо всему миру доказывать, что это не то, что вам нужно. Поэтому, мои дорогие весы, год будет для вас, я бы не сказала, что он будет сложным, нет, он будет эмоционально сложноватым, да, если вы особенно в своем развитии ушли далеко, тогда да, тогда вам не получится получить все те плюшки, прибыль, тот статус в работе, в обществе, в карьере, который вы хотите, а у вас, у классических, у потрясающих весов,
кто идет в развитии. Я не говорю про 80% тех людей, кто ходит ну, просто на работу, с работы, чтобы жить как все, чтобы жить стабильно, и ни шагу вправо, ни шагу влево. Да? Ну вот просто вот я про таких людей не говорю. Те люди, кто принял жить вот такой обычной стабильной жизнью, я не говорю, что это плохо кому-то, да, ни в коем случае, но весы – это тот знак зодиака, которому нужно больше, чем обычно. Это тот знак зодиака, который хочет великолепно, понимаете? И здесь именно вот слово «великолепно» со всем величием, что есть, богатый русский язык, да, со всем величием, который только может быть, вот это и хотят весы, да, поэтому вы можете жить обычной жизнью, но вы всегда будете смотреть, да, то есть стабильной жизнью, ни шагу вправо, ни в шагу влево, да, но вы всегда будете смотреть на тех, кто живет великолепно, и чего уж греха-то таить, по-сильному им завидовать, да, поэтому признайте себе честно, какой вы жизнью хотите жить, удовлетворяет ли та жизнь, которой вы живете сейчас, или вы достойны большего, или вы реально хотите большего, да? То есть, и это тот момент, который вам желательно бы, конечно, в 2024 году понять, потому что в начале января, с 12 января 2025 года кармические узлы переходят в знак Дева и Рыбы, и здесь, конечно же, будет уже либо Великая депрессия у знака Весов, либо приятная прибыль, путешествия, поездки, разностороннее развитие, международное развитие, то есть весь тот мировой масштаб и охват, куда вы стремитесь, куда вы хотите, где вы хотите, чтобы все про вас все знали, какой вы классный, потрясающий специалист, человек по жизни, и что вот вам было хорошо, хочу живу здесь, хочу переехать. И оно так на самом деле будет, если вы естествен, захотите стать тем, кем, ну, в принципе, вы хотите стать, только боитесь себе в этом признаться. Поэтому, мои дорогие, любимые весы, 2024 год будет зависеть от вас. Не скажу, хорошо это или плохо, все будет зависеть от ваших действий. Прекрасно понимаете тоже, что на планете живет 800 миллионов весов, и у всех не может быть одинаковый гороскоп. Для кого-то какие-то события наступают раньше, для кого-то позже. И это нормальный ход жизни, ребят. Невозможно всех подогнать под одну гребенку. Кто-то женится в 20, кто-то женится в 40, и это нормально. Кто-то должен до 40 насобирать шишек на свою голову, чтобы потом жениться и быть счастливым человеком по жизни, и ценить это до последнего дня своей жизни. Да? Кому-то необходимо выйти замуж в 20 и вот с каждым днем своим расти, расти, расти. Кому-то необходимо перебрать 5 браков для того, чтобы понять, что в принципе все партнеры, они плюс-минус одинаковые, только почему-то я каждый раз на одни и те же грабли наступаю. Почему это, казалось бы, да? Ну, потому что даже переехав в другое место, мы всегда везем с собой главный чемодан, это себя. Поэтому вот такой неоднозначный гороскоп для вас, дорогие весы, на 2024 год. Сложно он будет для вас или легким, я надеюсь, вы мне в декабре напишите и скажете: Женя, было вот так, поняла какие-то вещи, понял определенные вещи, стал ценить семью, себя, любить, понимать, что вот оно, чего мне на самом-то деле не хватало. Поэтому здесь прекрасно понимаете, дорогие, что все зависит от вас. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментарии к этому видео. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос был конфиденциален и его больше не видел никто, в описании канала есть ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, будем разговаривать про вас лично. Ребят, спасибо большое, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам прекрасного и продуктивного года, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока!